Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Русский глагол не самая трудная грамматическая тема, согласитесь. У русского глагола только 3 времени: настоящее, прошедшее, будущее, и 2 вида: несовершенный и совершенный вид. В общем, у русского глагола только 3 времени, 2 вида и 1 неизменяемая форма. Мы еще иногда ее называем начальная форма. Эта форма называется инфинитив. Это видео как раз и будет о инфинитиве, о русском инфинитиве. Инфинитив – это форма глагола, которая обозначает действие или состояние, но не определяет время, лицо и число. Так как инфинитив – это начальная форма, то именно от инфинитива образуются все другие формы. В русском языке инфинитив оканчивается на «т» и мягкий знак «т» после гласных: читать, смотреть, писать, ходить, улыбаться. Да, улыбаться – это тоже инфинитив, который оканчивается на «т» и мягкий знак «т». «ся» является постфиксом, стоит после окончания инфинитива. Инфинитив может оканчиваться на «ти», «ти» после согласных: идти, нести, нестись. И инфинитив может оканчиваться на «ч», «ч» и мягкий знак, тоже после гласных: лечь, печь, мочь, помочь, зажечься и другие. В русском языке бывают ситуации, когда у нас будет именно форма инфинитива, и нам необходимо использовать именно форму инфинитива. В общем, давайте разберемся, в каких ситуациях. При образовании сложного будущего времени глаголов несовершенного вида. Я буду смотреть фильм. Она не будет печь торт. Они будут нести ответственность. После определенных глаголов, таких как хотеть, любить, мочь, нравиться и других. В общем, после глаголов желание, умение, возможности, невозможности, намерения, совета, разрешения, просьбы, приказа и других. Я хочу танцевать. Он не может идти с тобой. Мы собираемся выучить русский язык вместе. Кстати, с глаголом «знать» инфинитив никогда не употребляется. После глаголов начало, продолжение и окончание. Начинать – начать, продолжать – продолжить, заканчивать – закончить, плюс инфинитив. Я начал работать в 15 лет. Ты продолжишь печь кекс, когда они закончат нести чушь. Также инфинитив мы употребляем при обозначении цели после глаголов движения. Я иду спать. Мы пришли помочь. Конечно, мы употребляем инфинитив со словами надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и другими. Мне надо работать сегодня. К сожалению, вам уже нельзя помочь. Думаю, нам пора идти. Следующее. Для обозначения состояния человека. И это именно в безличных предложениях. Нам приятно познакомиться с вами. Тебе интересно помочь мне? Вам трудно учить русский язык? Также с отрицательными местоимениями и наречиями. Мне некому помочь. Ему не с кем поговорить. Нам нечего делать. С некоторыми краткими прилагательными: должен, обязан, готов, рад и другими. И это при обозначении намеренности, готовности, обязанности. Он должен сделать все вовремя. Мы обязаны помочь детям. Вы готовы пойти с нами? Итак, инфинитив – это начальная форма глагола. Именно от инфинитива образуются все другие формы. Но в русском языке бывают ситуации, когда не нужно образовывать форму, а нужно именно использовать инфинитив. И в этом видео я вам как раз и рассказала об этих ситуациях, о таких моментах, когда необходим только инфинитив. И важно, инфинитив – это форма глагола, у которого нет ни времени, ни лица,
ни числа. Учите русский язык вместе со мной, с Мариной из RuLang Club. Подписывайтесь на Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.